Жизнь серого волка тесно связана со стаей. Хищники вместе охотятся, растят потомство и защищают территорию от посторонних. Многие животные остаются в семье от рождения и до самой смерти. Но часто молодые охотники выбирают собственный путь, полный опасностей, голодных дней и жестоких схваток. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и сегодня мы узнаем, на что способен одинокий волк. Переходим к делу. Стая – крайне эффективная социальная единица, каждый член которой находится под защитой, выполняет возложенные на него обязанности и исправно получает свою порцию добычи. Но право на размножение принадлежит лишь альфа-паре, поэтому многие волки, особенно самцы в возрасте от 1 до 2 лет, покидают родные края и отправляются на поиски новой семьи. Это становится настоящим испытанием, и далеко не все с ним справляются. Разумеется, наиболее остро встает вопрос поиска пищи. Догнать добычу в одиночку в разы сложнее, не говоря уже о том, чтобы ее повалить. Поэтому охотнику нужно быть буквально волком в овечьей шкуре, чтобы подобраться максимально близко. Но дикие бараны улавливают запах чужака и спасаются бегством. Пускаясь в погоню, волк задействует все ресурсы своего организма. Обладая невероятной выносливостью, он нагоняет паникующую толпу и выбирает наиболее уязвимую цель, которой уже не суждено вернуться в стадо. Обладая обонянием в 100 раз лучше человеческого, волк может учуять добычу на расстоянии 2 километров. Но в одиночку он не справится со взрослым, полным сил копытным, поэтому детеныши становятся главным объектом внимания. Спрятав малыша, мать пытается отвлечь голодного хищника, но он отлично знает, где спряталась добыча. И самке ничего не остается, кроме как самоотверженно напасть. Волк значительно уступает в размерах, поэтому он не рискует подставляться под тяжелое копыто. Как следствие, далеко не каждая попытка оканчивается успехом, ведь даже у опытной стаи шанс удачной охоты не превышает 15%. Конечно, чтобы выжить, хищник может переключиться на мелкую добычу, такую как грызуны или зайцы, но в этом ему далеко до приспособленных шакалов или койотов. Остается лишь проходить сотни километров в поисках падали, попутно надеясь на собственную хитрость и волю случая. Бизоны – настоящая мечта голодного волка. Хотя взрослый самец весом более тонны не по зубам даже целой стае. Обладая невероятной силой, летом крупнейшие из них сходятся в ожесточенной схватке. На кону лидерство и право на продолжение рода, поэтому исходом такого поединка могут стать тяжелое увечье и даже смерть. Побежденный гигант истощен. У него нет сил, чтобы следовать за стадом, и это идеальный шанс для одинокого охотника. Волк не торопится нападать. Исследуя потенциальную жертву, он оценивает угрозу и ищет слабое место. Словно неприступная крепость, бизон готов дать отпор. Его крепкие рога – весомый аргумент в драке, но хищнику некуда спешить. На протяжении нескольких часов он изматывает соперника, пока тот окончательно не лишается сил. Благодаря невероятному терпению и холодному расчету, в ближайшие дни волк не будет голодать. Но часто на готовый обед находятся другие желающие. Хищник, с трудом добывший пропитание, не настроен сдаваться без боя. Однако даже один удар огромной когтистой лапой может закончиться трагедией. Поэтому, сделав все возможное в неравном поединке, волк все же вынужден оставить тушу. Таков удел одиночки.
Покидая стаю, волки лишаются поддержки и защиты. Им приходится соблюдать осторожность, ведь вторжение на чужую территорию чревато суровым наказанием. Одинокий волк никогда не использует вой. Ему ни к чему лишнее внимание, ведь стая не потерпит присутствия незваного гостя. И в лучшем случае ему удастся вовремя обнаружить погоню и унести ноги, а в худшем чужеземца ждет хорошая трепка или даже смерть. Волки не всегда покидают семью по собственной воле. Стая не может расти до бесконечности, ведь с увеличением численности растет не только ее сила, но и потребности в пище. Прокормить ораву голодных ртов становится все сложнее, поэтому молодняку настойчиво намекают, что они здесь лишние. Также в условиях недостатка добычи альфа-самец может прогонять неудачливых охотников, слабых особей или тех, кто претендует на его место. Но право на лидерство в стае может оспорить и посторонний. Одинокий волк, уверенный в своих силах, может бросить вызов альфа-самцу. Часто конфликт оборачивается ожесточенной схваткой, где в ход идут любые средства. Обладая силой укуса, в 12 раз превышающей человеческую, противники стараются воздействовать на самые уязвимые места, включая шею и морду. Не ослабляя натиск, чужак вгрызается в лапу соперника. Это крайне опасный прием, ведь хромой волк точно не сможет вести стаю. Победа близка, но альфа-самец собирает последние силы и бросается в атаку, возвращая утраченное преимущество. Несмотря на тяжелую схватку, ему удается отстоять лидерство, а одиночке предстоит продолжить скитание. Чтобы выжить, странствующие волки должны использовать любую возможность, особенно когда речь идет о суровой Арктике. Северные олени – слишком крупная мишень, но здесь есть из кого выбрать. Внимание охотника привлекает отставший теленок. Преследуя добычу на скорости свыше 60 км в час, у волка есть все шансы не остаться голодным. Но его цель демонстрирует удивительную выносливость и волю к жизни, увеличивая расстояние и лишая хищника последней надежды. В ледяной пустыне приходится быть находчивым. И в этот раз волк использует проверенную схему. Срываясь с места, он обращает в бегство огромное стадо. Словно по цепной реакции, все до единого бросаются в рассыпную. Многие даже не видят хищника и на волне паники бегут прямиком к нему, многократно упрощая задачу. Когда выбор сделан, остается повалить цель на землю, не подставляясь под тяжелое копыто. Добравшись до шеи, волк вгрызается мертвой хваткой. Теперь его уже ничто не остановит. Даже молодой олень становится непростой целью для волка. Тем более, когда он находит спасение среди стаи могучих соседей. Но бизоны совершенно не рады новому гостю и дают понять, что чужаку здесь не место. Однако страх перед волком оказывается сильнее, и неопытный олень совершает фатальную ошибку. Возможно, он в любом случае пал бы жертвой, но такой внезапный исход стал настоящим подарком для хищника. Неужели одинокий волк обречен на вечное скитание и голодное существование? Если повезет, ему удается присоединиться уже к существующей стае, но такое бывает крайне редко. В большинстве случаев альфа-пара активно прогоняет чужаков. Однако родную семью покидают не только самцы, но и самки.
Поэтому одним из благоприятных исходов является создание пары, которая обзаведется потомством и станет основой абсолютно новой стаи. Не стоит недооценивать важность волков-одиночек, ведь они обеспечивают генетический обмен между хищниками разных семейных групп, исключая кровосмешение, что сохраняет здоровье будущих поколений и поддерживает благополучие популяции в целом. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!